Ввели ряд ограничений на строительство частных жилых домов. И сделали будет прямое подчинение Москвы. В общем, мэр смешной парень, и проработав месяц, был арестован за взятку особо крупную. То жилье, которое пришли у него отбирать и сносить, да, по решению суда, построили еще его родители. Ценник сейчас 2,5 миллиона за квадратный метр. Сегодня мы со Станиславом решили подобрать для вас топ событий, произошедших в 2021 году. Среди них будут как события очень негативные, так и довольно веселые, забавные, ну и позитивные в том числе. Естественно, мы будем выражать свое мнение по каждому из событий, но а вас я попрошу написать в комментариях, как вы относитесь к той или иной новости. Это будет очень полезно для нас всех. Станислав, начинай. Ну, наверное, самое знаковое это то, что Сириус получил уже законодательно, официально статус федеральной территории. То есть было это разработано еще в 2020 году, в конце, в декабре месяце, но как раз весь переход, полномочия, утверждение там, первых лиц, депутатов и всей инфраструктуры внутренней как раз таки было все оформлено в 2021 году. И это, наверное, самое знаковое событие в Сочи, которое произошло, отделение территории. Ну и то, что сейчас там происходит. По сути, это первая федеральная территория в рамках Российской Федерации, то есть таких нет, это вообще уникальный случай создания новой административной единицы. Ну да, прям в Сочи взяли, вырезали кружочек, скажем так, и сделали будет прямое подчинение Москвы. Вторая новость, она гораздо более негативная. В начале июня собственник жилья в Адлере, в курортном городке, расстрелял из своего ружья 2 судебных приставов. Этому предшествовало долгое судебное разбирательство. Если в 2 словах, то жилье, которое пришли у него отбирать и сносить, да, по решению суда, построили еще его родители, а самому мужчине было там уже за 60, то есть это было очень давно. Он там родился, вырос, насколько я помню, и долгие годы шли судебные тяжбы, и в итоге приставы, суд вынес решение о сносе этого самовольного строения. Приставы пришли исполнять решение суда, и мужчина уже, как говорится, не смог надеяться ни на что, да, от безысходности. Он понимал, что делает. Он достал ружье, застрелил этих ребят. И такая ситуация, конечно, когда, по идее, государство должно всячески защищать людей, да, с одной стороны. То есть баланс интересов, да, с другой стороны, строение было действительно самовольное. И у всех свое мнение на этот счет, да, то есть жалко ребят, которые там было по 30 небольшим лет, у них были свои семьи, там жены, дети, насколько я знаю. Жалко и мужика, да, который не выдержал, по сути, да, такого давления и уже на старости лет там сейчас пойдет в тюрьму за двойное убийство. Такая ситуация, я считаю, довольно вон выходящая. Не должно такого в нашей стране происходить по уму. И к более веселым новостям. Официально по переписи, проведенной в октябре 2021 года, в Сочи проживает 650 тысяч человек. Это последствия Олимпиады, которая не заставила, скажем так, себя ждать. Люди поехали. Я считаю, поехали лучшие люди со всей России. Второй большой плюс, то, что они повезли собственные капиталы. Как говорится, лучшие люди собираются в Сочи. Все правильно. Мое мнение. Все правильно. Единственное, что есть и противники этого, в основном это старожилы Сочи, которые еще помнят этот город тихим, зеленым, уютным, да, то есть еще не застроенным и так далее. Без воды, без света. И такое тоже было, надо сказать, да. С канализацией в море. Да, были и такие моменты. Тем не менее, они в основном грустят, что Сочи застроился там, и люди сюда приехали. Но по факту, если смотреть с точки зрения именно развития, то, конечно, это я тоже считаю, что плюс. А вы, дорогие друзья, напишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Нам действительно важно знать ваше мнение, как наших подписчиков, это было бы очень здорово. Следующая новость у нас о моратории на строительство. С 1 июля 2021 года был введен мораторий на строительство. О нем говорили уже давно, в других городах региона он был введен уже ранее, если мы говорим за Анапу, Геленджик. Соответственно, у нас ввели его только сейчас. Помимо моратория на строительство многоквартирных домов, еще ввели ряд ограничений на строительство частных жилых домов, урезали максимальную площадь застройки, стараются уменьшить, насколько я понимаю, да, приток
все-таки население Сочи. Не хотят делать его городом-миллионником. Плюс или минус, это вот как ты считаешь? Ну, я считаю, во благо, наверное, плюс. То есть, я считаю, все должно быть системно и структурировано. Раньше был хаос, Вот который это да. мы наблюдаем. Ну, если взгляда человека, приехавшего, вот кто первый день приехал, он посмотрит на вот эти ЖПхи, грибки. Это На для клубничную человека- заедет, там, да, офигеет. и останется, и не уедет, он потому что не сможет оттуда выехать. Вот. Но в целом это самая такая глобальная была новость. Наверное, они знали все клиенты, кто хотел купить, кто купил или кто когда-либо купил, а что будет. То есть это такой вопрос глобальный, масштабный. И он до сих пор, и сегодня я знаю, что только к осени 2023 года новый генплан как бы должны реализовать, и только потом тогда под него уже выйдут основные нормативные акты по застройке. Ну, из этого вытекает, по сути, новость номер 5. Это рост цен на недвижку за 2021 год, прям до цифр скажу точно, составил 77,59%. Средняя цена квадратного метра, ну мы берем и вторичку, и первичку, составляет 268 тысяч рублей за квадратный метр. Вот здесь, кстати, ребят, к вам вопрос, ну кто смотрит, кто уже покупал, считает, ну реальная ли цена вот эта 268, да, и как вы считаете, она справедлива вообще, да, или нет? Ну, может сказать, это слишком дорого для Сочи, или скажете, это дешевле, чем там у нас, или это оправданная цена, поэтому здесь чисто я дал цифры как статистика, а вот обсудим давайте вместе с вами в комментариях. Готовы ли вы к покупке за такую цену, или вы скажете, это вообще дешево, и позвоните мне завтра, и я куплю у вас квартиру. Следующая новость тоже немножко негативная, да, немножко, наверное, довольно сильно негативная. Да. В этом году довольно большой и сильный оползень сошел в селе Сергейполе. Это находится буквально рядом с центральным районом, где новенький коттеджный поселок, просто весь пошел, я даже не знаю, как это назвать правильно, он весь так вот переломался, дома стояли там как в королевстве кривых зеркал, да, вот там то так, так. В общем, какие дома ушли под землю полностью, насколько я помню, там только крыша торчала, да. Ну, на 80 метров, чтобы было понятно, то есть грунт ушел по расстоянию. Ну вот, прошел. То есть, соответственно, люди потеряли все имущество, которое у них было, ну, я имею в виду, помимо домов, потому что там порушили же ремонты, там и техника, и мебель, там, ну, всему пришла хана, по сути. Сами дома, несмотря на то, что накренились, так кстати, говорит, что застройщик, в принципе, неплохо сами дома построил, ну, качественно относительно. Вот, но они непригодны для проживания, и, по сути, люди лишились жилья. И стоимость этих домов, ну, по последним данным, опять же, перед оползнем, доходила до 25 миллионов рублей за дом. Я допускаю, что половина этих людей покупали еще там, по старым ценам, там в районе 10 миллионов, там 12, возможно, и так далее. Тем не менее, это тоже большие деньги. И, насколько я сейчас помню, ну, из последних данных, государство там предложило компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Ну, вот это смешно. Да. Ну, а взрослое государство что еще предложит, ну, по сути? Вот их 20 человек, да, природа их там смела. Ну, не знаю, тут опять же, вот как должно государство поступить в данной ситуации? Вот у тебя 20 миллионов потерял, ты, да, жить тебе негде, ты с детьми там, не знаю. У нас было делать? всегда так, заботься о себе сам. Ну, я бы, знаешь, как назвал, сейчас мы вот разговаривали, это называется «Земля ушла из-под ног», вот в реальном буквальном выражении. смысле слова. То есть можно эту новость так и обозначить, в принципе. Кто-то, кстати, может быть, будет апеллировать к страховым случаям, типа, вот, надо было страховать свое жилье и так далее. Ну, есть такие люди, которые там, как, по примеру, американцев смотрят, там, да, что все страхуются. У нас, насколько я помню, сколько я не страховал там какие-то свои, ну, там, недвижимость, всегда есть пункт форс-мажорные обстоятельства. И тут очень тонко надо выбирать, если уж вы говорим о страховке, то когда вы страхуете свое жилье, обязательно обращайте внимание на пункты, такие как стихийные бедствия, там, и т.д. и т.п. Как в таких случаях страховая работает. Главная новость, радостная для многих дольщиков, это люди получили квартиры, документы, ключи от таких комплексов, как «Морская симфония-2», апартаментный комплекс «Моравия», семейный в Лазаревском, самый тоже популярный и дешевый был один из комплексов. Один из самых популярных на самом деле. Самый быстрый это Сочи парк, наверное, дадим ему премию старт и окончание года. Только да. начался, сразу закончился. И все, и уже все, чуть ли не люди живут. Ну и давай важно отметим, апартаментный комплекс Монтера. Ну почему знаковый? Во-первых, ценник сейчас 2,5 миллионов за квадратный метр. Вы не ослышались, 2,5 миллиона за квадратный метр, и продаются квартиры недавно. Слушай, так сделал так. Там была зафиксирована самая дорогая проданная студия. 111, по-моему, миллионов рублей. Это 52 квадратных метра.
111 лямов человек взял, просто пришел, внес на счет. Да, ну, на эскроу и пошел регистрировать. Коттеджи, так называемые. Вот. Таунхаус. Да. Ценник 500 миллиарда рублей за там 300 около квадратных метров. Их всего 6 выставили в продажу в первый раз, да? Да. И 3 они закрыли практически сразу Сразу, продали. да. Только вот объявили и сразу предстарт закрыли. Вы удивляетесь, там 1 000 000 рублей за квадрат легко. То есть продажи есть, люди приезжают, смотрят и покупают. Да, локация, да, это то, что мы первой новостью обсудили, это Сириус. Но Ну, первая уникальность, линия, да. Фишт и... Отель 5 звезд. У нас в Сочи в чем хорошо, что аналогичных комплексов нету, и поэтому, купив там, ты, наверное, будешь, ну, как говорится, можешь похвастаться. Ну, поэтому, да, это те люди и покупают, Да. по сути. Хвостуны. То есть, у тебя 6 таунхаусов в 5-звездочном отеле, да, всего 6 на всю Россию. Я купил себе таунхаус. Сидишь где-нибудь в Москве, там у себя там сигара у тебя такая. Надо переименовать. АК Понтос Хаус. Да. Понтос Хаус. И говоришь, у тебя где апартамент? Я в Монтере взял. В Монтере? Красавчик, поеду завтра тоже себе возьму. Посыл такой, если вы рассматриваете недвижку, у вас есть 2,5 миллиона, приходи и купи квадратный метр в Монтере. Ну или собери 50 друзей, скиньтесь деньгами, подождите один еще апартамент. там 2-3 года и будете жить по очереди. Как раз одна неделя. Ну, да. Зато самый попсовый комплекс. Хорошая, кстати, идея. Складывайтесь, собирайте 111 миллионов, приезжайте в Сочи. Следующая новость снова, что-то не негативная новость попадается, ну ладно. Нет, это позитивно. Следующая очень позитивная. Значит, с сентября 2021 года, 21 сентября, даже дату запомнил, арестовали 11 тысяч земельных участков в Сочи. Никакого позитива, конечно, в этом нет. Более того, скажу, что мой участок тоже там в рамках этих арестованных находится сейчас. Речь идет об уголовном деле, которое ведет свое начало там, ну, начали его расследовать, конечно, вот именно в 21-м, но отсыл идет к середине 90-х, что якобы какая-то неустановленная группа лиц подмучивала участочки, там где-то незаконно их выделяла, с каких-то лесхозов, с нацпарков, туда-сюда. Все это нужно вернуть. Вот ты говоришь негативно, а государство, оно же утеряло, и поэтому сейчас обратилось в правоохранительные органы и защищает свою собственность. Для них это позитивно. Да. Правда, вот весь вопрос добиться правды. Вот. Да, и вот нюанс как раз в том и состоит. Государство сейчас, в лице своих представителей, там, ну, прокуратуры в данном случае, заявляет, что на всех участках, о которых идет речь, растет реликтовый лес, да, который не вырублен, там птички поют, белочки бегают. Значит, его, раз его не используют, значит, нам нужно вернуть его, раз она его утеряла. По факту на более чем 3,5 тысячах этих земельных участков не растет никакого леса, там стоят жилые дома, зарегистрированные в установленном порядке в Росреестре, полученными адресами, купленные в ипотеку, выданные малоимущим семьям, выданные многодетным семьям в рамках федеральных программ там, в Краснодарском крае. На боль давишь, да? Ну, я просто, что это позиция с другой стороны, как бы. На части этих участков стоят садовые товарищества, которых бабушки и дедушки выращивают хурму уже лет 30. Для примера, мой участок выдан в 86 году. Он мой ровесник. Ну ладно, не 11 тысяч, а все по-разному говорят, там 3,5 тысячи. 3,5 тысячи незастроенных, остальные застроены. Якобы к застроенным претензий не будет по факту, но и на 3,5 тысячах, которые якобы, как я говорю, не застроенные, из них все равно половина застроенных. Не будем подробно останавливаться, проблема существенная, такого масштабного уголовного дела еще не было, это тоже такой прецедент. Да. У людей ходят разные настроения. У кого-то, вот в конце декабря, кстати, решением суда участки были уже изъяты в пользу государства. То есть люди в первой инстанции проиграли. Не будет ли второй новости? Вот, я же к чему и говорю, что где-то, скорее всего, проживает тот мужчина или его похожий там, да, аналог, который с ружьем застрелил судебных приставов. Возможно, когда кому-то из собственников этих участков и там, где стоит какой-то чей-то дом, придет очередной пристав, да, по решению суда сносить там или забирать, не знаю, как-нибудь дом забирать. Сейчас в приставы никто не пойдет работать, я думаю, даже все уволятся. Ребята, не ходите в приставы.
Приставы в Сочи – это такая профессия, похлеще полиции. Как был заголовок, ружье и раз в 3 года стреляет. И косвенно отношение имеет этот человек к Сочи, но все равно это один из руководителей администрации бывшего Краснодарского края. Нынешний это мэр города Краснодара Андрей Алексеенко был прямо в конце 2021 года пока что арестован по подозрению о получении взятки в особо крупном размере. Ну, ему якобы подарили очень дорогое ружье за 1,5 миллиона рублей. Самое интересное, что этот мэр, как мы говорили, этот мордатый такой, да, вот этот товарищ, он просидел в кресле мэра там чуть меньше месяца, да, по-моему? Ну, около там. Ну, короче говоря, грубо говоря, месяц. То есть его назначили, там, он месяц попытался руководить городом. Может, за ту крылатую фразу? Когда мы тут нашли фразу, да, он сказал, что судить его будут по разговорам, а не по делам. Если хотите, погуглите, в Ютубе найдете. В общем, мэр смешной парень, и проработав месяц, был арестован за взятку в особо крупном. А ранее он участвовал, правильно ты Стас сказал, в некоторых моментах в Сочи. Да. Он состоял в специальной комиссии по строительству и по сносу там самовольных строений и прочее. Ну, в общем, в рамках еще когда был замгубернатора. И он лично повлиял на снос одного из жилых комплексов. Может, даже не одного? А может и не одного. Но один был прям точно, и все знают об этом. Да. Так что вот такой неоднозначный товарищ, ну, не знаем, чем там дело кончится, ну, как это? Ну, новость хорошая. Успехов ему. Да. В 2022. Да. Чтобы у него 22 год был лучше, чем 21, понимаешь? Кстати. Ну, желают же людям, вот ему тоже можно пожелать. Позитивная новость, ура, мне досталась позитивная. Да. Сочинский футбольный клуб, если не смотрели наш ролик про ЖК «Фрукты», кстати, вы спросите, при чем «Фрукты» и Сочинский футбольный клуб? Именно там, в этом ролике, Стас говорил про то, что у нас богатое олимпийское наследие, у нас появились свои футбольные, хоккейные команды. Ну, в общем, спорт стал очень сильно развиваться после Олимпиады. Футбольный клуб Сочи, во-первых, впервые в своей истории сыграл в Еврокубках футбольных. Такого вообще никогда не было. Раньше были клубы там «Жемчужина», разные были клубы, но они там болтались где-то там между первой и высшей лигой. Там, короче, когда-то играли, ну, Где-то в топсы примерно. Да? ну, где-то там играли, да, в общем, не совсем были успешными ребятами. В прошлом году они заняли 5 место, соответственно, заслужили право играть в Еврокубках. В этом году, перед самым концом года, наказали «Спартак» московский 3-0 и идут сейчас на 3-м месте в чемпионате России по футболу. Вот такой Вот даже для меня это была новость, о которой я думал, ну, в Сочи, может, где-то там на где-то дне. там на дне. Но нет, в первой тройке. Играют действительно неплохо, я смотрю их матчи, и они реально хорошо играют. То есть это не какая-то там, как многие могут подумать, там типа вот, там прокуплено, проплачено, туда-сюда. Многие так говорили просто поначалу. По факту ребята не имеют громких имен в составе, в основном там из предыдущих клубов, там перешедших, там из какого-нибудь Оренбурга, там из Питера, из второй команды, не из Зенита, кто-то из Зенита перешедший, там какие-то ненужные игроки Зениту. Но и играют, и обыгрывают и «Зенит», и «Спартак», и все клубы. Ну, короче, играют прилично. Ну и крайняя новость. Когда вы будете искать новости за 2021 год в Сочи, вам из 10 поисковых запросов 7 будет: в Сочи обнаружено 500 самостроев. Опять. Опять официально обнаружено. Это Никто не ждал, а они снова появились. Это они с дронами уже научились квадрокоптеров запускать и уже так находить. То есть 500 только официально. Ну, мы не говорим про вообще внутреннюю кухню сочинского рынка и строительства. То есть, я думаю, можно там на 10 помножить. По факту, да. Ну, то есть мы вот тут видим, а тут не видим. Люди, вы смотрите, когда что-то выбираете себе, обращайте внимание на документы. Мы в каждом ролике говорим об этом. Смотрите документы, нанимайте специалиста, если не умеете смотреть документы. Лучше это, звоните. Ну, каждый по-своему, да. Я всегда... Проверьте. Я всегда перебил, я всегда клиенту говорил, я говорю, вот мне вам, вы мне позвоните, ответить, это бесплатно, консультация. 2 секунды. Да, а зато я за вас делаю ту работу, которую вам не нужно делать, и честно, откровенно скажу, вот это маржовый, а вот это нормальный объект. 500 самостроев только официальные, которые там на сайтах, какие-то сейчас ведутся там аресты, еще прочее, заморозки этих строек, в общем, какие-то судебные прецеденты и дела. Да, это, пожалуй, все новости, которые мы для себя отметили как топ новостей, да. Запомнились, которые вот действительно знаковые. Знаковые, довольно имели они большой резонанс и в СМИ, и в целом в обсуждениях людей. И которые так или иначе повлияли на цены, на приезд людей. Части, да.
Да. на отдых. Ну и, кстати, злободневная тема — это QR-коды, там вот эта вся фигня. Ну, мы не стали это включать, чтобы не замылиться. Если у вас есть какие-то новости, ну, допустим, вы следите за новостями в Сочи, и мы что-то, может быть, не осветили, и считаете, что это знаково, тоже не постесняйтесь, напишите в комментариях, и мы все вместе это обсудим. Я думаю, что это будет полезно и для наших зрителей, и для нас в том числе. Напомню, что вы были с нами на канале «Больше недвижимости». Это, пожалуй, первый выпуск осознанный в январе 2022 года, да? Или не, наоборот, неосознанно. Или неосознанный. В общем, следите за нашим каналом, мы будем выкладывать там новости максимально быстро. Соответственно, вы сможете тоже быть в курсе самых последних событий, касающихся недвижимости, не только в Сочи, но и на Черноморском побережье. Ну, короче, сейчас сель очередной где-то сойдет, ты так побежишь туда сразу с микрофоном и будешь стоять, да, как вот дом покатится. Там. Ну, конечно. Все, да? Ну, точно. Уверен. Черт подери, не знаю. Вы были на канале «Больше недвижимости». Пока-пока.